Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Сплетни за вашей спиной. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады, на диагностику негатива, телефон под видео. Так, что я могу сказать? У многих из вас жизнь как будто поменялась. У каждого это свой срок, у кого-то недавно она поменялась, у кого-то уже давненько. Но знаете, такое ощущение, что вот кардинальные перемены в жизни. Кто-то, может быть, даже поменял место жительства реально, вот другой город, другая страна, либо же вы планируете куда-то переехать. Но то, что вы поменяли многие квартиру, вот, либо же дом, это однозначно. Причем, знаете, как-то вот не хватает в вашей жизни еще стабильности. Вы человечек, который, в общем-то, очень любит постоянство. После того, вот однозначно мне показано, женщина нанесла вам очень такой серьезный удар в виде измены. Скорее всего, у нас обычно тройка мечей, это измена, как правило, проигрывается. После того, как вы получили, такой вот нож в спину, да, назовем это и вот так, предательство, да, конечно же, вы поменяли свои планы, вы поменяли вообще как-то кардинально свою жизнь. Вот, казалось бы, одна какая-то женщина, да, конечно же, она была центром вселенной когда-то, но она так круто поменяла вашу жизнь. И, конечно же, у многих она поменялась в худшую сторону. Потому что кто-то стал более замкнутый, более грустными стали, более такой, знаете, более переживательный. Нервная система оставляет желать лучшего. Даже кто-то из вас, возможно, от отчаяния, да, то ли решил, может быть, я не знаю как, заключить контракт, как-то добровольно пойти вот именно, то ли в армию, да, туда, где горячо, либо же даже планирует кто-то пойти туда, хотя и не просто, хотя там и такие довольно неплохие деньги платят. Но опять же, это такой поступок отчаяния, тоже может у кого-то проиграться. Потому что считаете, что все, я никому не нужен, да, вот будь что будет, вот как сложится, так и сложится, вот да, даже если вы свяжете свою жизнь с армией, вот в таком плане. Хотя я не скажу, что вам очень и очень бы туда хотелось. Это просто от отчаяния у кого-то проиграется. Может быть, уже кто-то там находится, да, где горячо, потому что вы в свое время пошли. Кто-то, кстати, пошел вот зарабатывать, именно ради заработка пошли, контракт тот же самый, добровольцы, я не знаю, как там еще у вас называется это, да, то есть не обязательно это по зову сердца, не обязательно, вот именно такой вот, знаете, у кого-то, конечно же, проиграется и, реально такой порыв души, помним, что это общий расклад, но у большинства, конечно, здесь другие мотивы. Вы человек очень страстный, вы очень привязчивый, любите постоянство, как я уже сказала, да, вы не любите не менять работы, да, как некоторые люди. Сегодня одна работа, через год другая, потом третья. Вот как-то вы любите во всем, в отношениях, в работе. Друзья у многих из вас проиграются, допустим, вы дружите с детства, либо же там, я не знаю, с учебы, с института, может быть. То есть, если вы дружите, то это много-много лет. Давайте сделаем маленький опрос. Напишите, вот сколько лет вы дружите с вашим другом, либо же с друзьями, да, у кого как. Вот интересно, вот насколько длительная или не очень ваша дружба. А вообще, как ваша дружба складывается. Может быть, вас предавали друзья, такое тоже бывает. Напишите, всегда очень интересно почитать. Так вот, и снова мне показано, что кто-то из вас, так плотненько сидел, либо же сидит на рюмочке чая. А все из-за того, что опять же мне показана любовь от отчаяния, от одиночества. Те, кто сейчас этим занимается, да, вот рюмочкой балуется, здесь однозначно, это, знаете, даже вот я не могу назвать это вредной привычкой, это скорее такой
порыв отчаяния, порыв, чтобы вот забыться, да, заглушить эту душевную боль. Кто-то из вас уже прошел этот период, но было очень и очень непросто. Вы человек, который верит в судьбу, вы такой вот фаталист, и, конечно же, многие из вас подумают, что вот то, что происходит в вашей жизни, и хорошего, и плохого, ну, значит, так суждено, да? Вот есть такая мысль, значит, так суждено. Кто-то из вас сейчас, вот знаете, причем, я думаю, многие даже это могут у себя почувствовать, да, ощущение такое, что есть какой-то момент отчаяния. Отчаяние из-за отсутствия и личной жизни как таковой. Я не беру сейчас во внимание какие-то романчики, да, у кого они могут быть. Вот отчаяние от того, что нет той семьи, которая была раньше. Вот какая-то, знаете, такая ситуация ненужности, может быть, ощущение одиночества, тотального одиночества. Когда тебе не для кого жить, дети, допустим, у кого-то это с бывшей, у кого-то дети выросли, живут отдельно. И вот такая вот тотальная ситуация одиночества вас очень и очень многих тяготит. Вам бы хотелось, очень сильно хотелось бы встретить женщину своей мечты, да? Есть такая надежда, есть те, кто пытается знакомиться, но как-то не очень все получается, но сердечко молчит. Я не вижу, чтобы вы сейчас вот кайфовали. У кого-то, кстати, может проиграться, что вы даже выбираете между женщинами, да, ну то есть может быть даже пара-тройка женщин, которые вам нравятся, и вы вот не можете определиться, какую лучше выбрать, чтобы не ошибиться в своем выборе, да, вот вплоть до того, что блондинка и брюнетка может быть. Напишите, у кого резонирует. Вы человек вообще такой по жизни фартовый. Бывает, вы ходите и сухим из воды, бывают такие экстраординарные случаи. Но вот единственная такая вот у вас какая-то ну, ситуация неудач, вот как замкнутый круг, это касательно личной жизни. Вот здесь у вас непруха, да? Вот здесь у вас у многих по жизни проиграется, что либо же не первый раз вас женщина предавала, да? Либо же вот как будто вы, знаете, вот на одни и те же грабли постоянно наступаете. Вот какие-то ситуации, что вот только начал верить женщинам, а тут тебя снова предали. В третий раз веришь, в пятый, десятый, и тебя снова предают, да? Я сейчас утрирую немножечко, но вы понимаете, о чем я говорю. То есть только пытаешься, да, я вот попытаюсь поверить новой женщине, и снова предательство. Тоже такие среди вас есть. Сказать, что вы очень хотите общаться с другими, вот вообще как-то вот с людьми, да, я бы сказала, что вы стали меньше с возрастом, может быть, с годами, плюс еще вот эта ваша такая любовная драма. Я бы сказала, что все меньше хочется общаться, все меньше хочется делиться. Те, у кого еще маленькие дети, вот как-то вы пытаетесь, ну, отвоевать, что ли, да, их внимание, потому что не всем бывшая разрешает видеться так часто, как вам бы хотелось, либо же вообще настраивать детей против. Вы очень переживаете, те, кто не могут видеться полноценно с детьми. Будете землю рыть, но попытаетесь все-таки как-то вот отвоевать, да, вот это детское внимание, время, может быть, проведенное с детьми. Будете воевать за это. Знаете, вот как-то все больше негативных мыслей, все больше грусти, печали, тоски. Все больше недоверия и как-то, вот знаете, вот вселенское разочарование у многих из вас проиграется. Есть момент даже отрешенности какой-то. Опять же, у кого свежие раны, да, то здесь вообще трэш. Здесь, ну, как будто тебя порезали на несколько кусочков, да, состояние. Очень печальная какая-то сигнификация у нас вышла, но, тем не менее, что показано, то и говорю. Итак, давайте теперь ближе к теме нашей. Какие же сплетни у вас за спиной, да? И кто же их распускает? Ну, снова вот одиночество мне показано. Одиночество в толпе у многих проиграется. Ну, капец, просто. Ну, сколько негативных карт. Смотрите, у кого-то из вас есть в окружении мужчина.
Что за мужчина? Давайте. Как-то связан с работой, с деятельностью, может быть, какие-то финансовые операции, как-то вот вы связаны с ним. Может быть, у кого-то компаньон, там, коллега, да? Человек неискренний, человек лживый. У нас даже карта лжи выпала. Человек, который может в лицо вам улыбаться, распускать сплетни, причем такие сплетни, знаете, что, ну, вообще... Я думаю, если бы вы услышали это, но это что-то такое экстраординарное, вы бы, ну, просто диву давались. Я думаю, кто-то из вас точно узнает все эти гадости, которые он о вас говорит. Вы периодически, может быть, даже с этим человеком то ссорились, то мирились, вот, и он затаил на вас обиду. Ну, такой, знаете, человек мстительный. Хоть он с вами и общается, но это очень мнимое такое, лживое какое-то, лицемерное общение. Интуитивно, я всегда говорю, слушайте свою интуицию. Она всегда вам подскажет, какой человек искренний, какой не очень искренний. Будьте осторожны, вот если действительно касается особенно финансов, может быть, какие-то реально вот финансовые обороты вас связывают с этим человеком, вообще будьте осторожны, потому что рассказывает гадости, настраивает вплоть до того, что людей против вас настраивает. Ну, я бы, конечно, такого компаньона сменила, если у кого-то из вас есть. Одно дело, когда это просто коллега, да, можно просто с ним не общаться. Но когда это, допустим, бизнес у вас совместный, там, либо еще как-то вы тесно повязаны, тем более, если это денег касается, ну, я бы советовала поосторожничать. Еще кто сплетни распускает? Но это обиженная женщина. У кого-то это проиграется бывшая, у кого-то проиграется, кстати, женщина, которой вы когда-то отказали в свое время. Это женщина моложе вас. Это женщина, с которой у кого-то из вас может проиграться, ну, такой небольшой тайный романчик был. Либо же еще может проиграться у кого-то, что это женщина, которой, ну, реально вы отказали. Вот она имела на вас какие-то виды, она хотела, может быть, постели с вами, либо же пороманить немножко. Но вы на тот момент были не свободны и не захотели ходить налево и предавать свою жену на тот момент. Поэтому она сейчас вот особо, так знаете, рьяно стала после того распускать о вас сплетни. О чем она говорит? Причем здесь, знаете, здесь могут быть сплетни даже интимного характера. Особенно это будет касаться, если это бывшая. Вплоть до того, что он и в постели никакой, и Бобик сдох, и вообще там все никак, и ничто. Ну, в общем, это такие, знаете, и какие-то мелочные, противные сплетни. Ну, и то, что касается интимной жизни, ну, это полный трэш. Я считаю, это уже... Ну, такая низость, это такое, я даже не знаю, каким словом сказать. Вот реально, я не знаю, как назвать человека, который именно вот какие-то интимные моменты, да, обсуждает, еще и сплетничает. У кого-то может даже проиграться, что бывшая, знаете, вот, ну, типа с подружками, может быть, там с родственниками, если там сестра, либо мать у нее, может даже вот в каких-то моментах именно вот сплетничать и насмехаться вот по поводу таких вот интимных моментов. Рассказывает, что вы и по деньгам прижимистый, и что вы гуляли. Кстати, вы в курсе, ребят, что о вас распускает бывшая сплетни, что вы гулёна. У кого-то может даже проиграться, что она рассказывает, вы там и деньги не давали, либо же там копейки совсем давали. Ну, то есть, здесь, знаете, здесь просто, если коротко, сказки про белого бычка. И здесь много-много сказок она придумывает, очень разных, очень лживых. Нужно остерегаться вот именно бывших, которые связаны как-то с магией. Я думаю, многие из вас не знают, у кого вот женщина ваша, ну, либо же подозреваете как-то, кто связан с магией сам, либо же ходит куда-то, да, вот если вы в курсе, здесь нужно быть осторожным, потому что здесь еще может быть момент, что вот она из такой своей злости, ненависти сделала какой-то негатив вам. Поэтому здесь нужно, если вы по себе чувствуете, либо же обратиться на диагностику, ну, либо же
прислушивайтесь дальше к себе, но все-таки с этим нужно что-то делать. В любом случае решать вам. Знаете, в вашей жизни вообще как-то вот есть еще и завистники, и причем их достаточно много. У каждого это будут свои завистники. Кому-то завидуют вашему достатку, у кого-то это будут завистники по поводу внешности. Кстати, когда у вас было все хорошо в вашей личной жизни, ну, когда семья была, было все хорошо, тоже находились люди, которые обсуждали, перемывали косточки, вплоть до того, что, знаете, вот обсуждали вашу одежду, да, вот куда вы пошли, что вы делаете. Ну, какая-то такая, знаете, грязь вокруг вас обитает, очень много сплетен у вас по жизни. И, ну, в большинстве своем, конечно, здесь задействованы женщины. Кстати, у кого-то проигрывается еще есть женщина-коллега. Тоже может проиграться ситуация, но она такая, она вообще сама по себе не очень-то приятная дама. Она может быть чуть моложе вас, но очень лживая, колкая на язычок. Вот она тоже реальная сплетница. Она вообще обсуждает всех подряд, вот ей по кайфу, да, вот кто-то, вот как бабушки на лавочках, да, вот кто-то прошел, она начинает вот такой сякой, и то у него не так, и это у него не так. Но знаете, она вот как будто живет вот этими сплетнями. Тоже вот кто подозревает, да, вот если у вас есть на примете такая женщина, у кого резонирует, ну держитесь от нее подальше. Вот она может лицо мило улыбаться, но вы развернулись, и она полила ведро грязи на вас. И так со всеми. Это не только с вами. Ну, такой вот говнистый человек. Простите за мой французский. Поэтому, ребятушки, я думаю, я так слегонца в общих чертах вам рассказала, кто о вас сплетничает, кто гадости разные рассказывает. Просто старайтесь как-то вот, ну, не иметь дел с этими гнилыми людьми. Ну, по-другому я их просто не могу назвать. Живите с надеждой на будущее, на хорошее, на светлое будущее. Не водитесь ни с какими злыми, пакостными людьми. Слушайте, конечно, свою интуицию, она вам подскажет, кто эти люди. И да будет вам счастье. Вот такой сегодня был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!